Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. На прошлом занятии с вами мы уже рисовали в смешанной технике елочный шар, а сегодня мы нарисуем синицу Лазаревку. Для работы нам понадобится кисть флейц, у меня это белка, вода, бумага для пастеля, пастель мат, у меня белый цвет. Смачиваем равномерно лист водой. Следим за тем, чтобы вода не затекала за край листа. Берем акварель. Набираем на кисть охру и такими хаотичными пятнами наносим на наш лист. Лист можно не закреплять, он не скручивается в трубочку при намокании. Далее я беру сиреневый оттенок, который получаю при смешении фиолетового и краплака. Вы можете брать свои любимые оттенки. Я беру кобальт синий и смешиваю постепенно его то с охрой, чтобы получить зеленоватый оттенок, то с фиолетовой. Постепенно набираю фон. Акварель на этой бумаге ведет себя очень подвижно. Можно сделать наброск акварелью. Тут я взяла кадмий оранжевый. И сбрызнула еще и водой. Но фон еще изменится. После высыхания фона я приступаю к отрисовке веточек, на которых будет сидеть наша птица Лазаревка. Главное найти интересное движение этих веток. Ветки у нас с одной стороны теплые, с другой холодные. Нужно найти баланс теплого и холодного оттенка. Здесь я использую как сиену с фиолетовой, так и более холодные оттенки. У меня на палитре выдавлено несколько синих оттенков. Просто пробуйте, смешивайте не более 2-3 цветов и не получите грязи. Получается очень нежный растекающийся фон. Если вы захотите уточнить какие-то детали, то дождитесь, чтобы бумага ваша чуть просохла.
Сейчас я намечу саму птицу. Я начала с холодного цвета. И далее добавляю уже нейтральные цвета. Это оливковый зеленый. Далее чуть-чуть смешиваю с синим, добавляю то фиолетовый и сепия. На грудке можно добавить кадмия лимонного и кадмия желтого. Из-за того, что краска сильно растекается, рисунок немного плывет. Но все это поправимо, так как сверху мы будем с вами работать пастелью. Этот акварельный подмалевок нам дает очень интересный пространственный эффект после завершения всей работы. Кое-где можно чуть смягчить четкие рваные края. Итак, работа наша высохла. И мы приступаем к работе пастелью. И сразу можно уточнять по ходу работы сам рисунок. Я начала с серого оттенка и к нему примешиваю белый. Для того, чтобы не потерять впоследствии светлые участки работы. Далее я добавляю холодный оттенок сверху головы и сразу смотрю, где он может у меня еще присутствовать. Беру карандаш, оттенок сепия. Уточняю контур головы и место клюва. Беру черный пастельный карандаш, но им работаю как растушевка и чуть-чуть уплотнением предыдущего оттенка пастели. Очень легко, сильно не надавливаю. Работа очень мелкая, А5 формата. Начинаю прорисовывать характерные моменты в лазеревке.
И нужно наметить глазик. Через головку лазеревки проходит такая темная полоса, как будто бы лазеревка одела повязку на глаза. И сразу птичка становится узнаваемой. Я взяла карандаш оттенка ультрамарин и добавила перьев нашей лазеревки. Также поработаем с щечками белым карандашом, который плавно вписывается в предыдущий оттенок. И поэтому он становится не белым, а приобретает очень тонкие цветовые сочетания. Здесь я поработала охрой. Добавляю немного текстуры перьев. Здесь у нас виден снежок. На ветках тоже находится снег, который можно изобразить характерными штрихами. Не везде, где-то больше, где-то меньше. Все как в природе. Моей задачей было сделать очень нежный фон. Но, конечно же, птица – это главный герой этой композиции. Далее я беру серый оттенок карандаша и вплавляю этот цвет по контуру и внизу тельца синицы. Такой темный серый меня не устраивает, поэтому я беру белый мелок и смешиваю его с предыдущим серым цветом. Возьмем теплый сиену натуральную и тепло-зеленый оливковый цвет. И кое-где добавляем рефлексов. Взяли ультрамарин и тоже где-то поставили темные акценты. Серый цвет нам помогает как растушевка. Тут я взяла умбру жженую. И при помощи черного карандаша добавила тона.
Поработала по касаниям. Здесь у меня идет умбраженный, теплый оттенок. Для большего эффекта я взяла лимонный желтый. То, что у меня не получилось мелком Канте и Пари, я чуть-чуть добавляю мелком Сенелье. Он более мягкий и более пастозно ложится поверх бумаги. Но белые оттенки тоже бывают разные. Ставим автограф. И работа наша закончена. Посмотрите, как эффектно получается рисовать в этой технике. Конечно, фон мог быть более красочным, возможно, более темным, плотным, но мне нравится эта легкость, которую я добилась. Я надеюсь, мой мастер-класс вам был полезен. До встречи, друзья, в творческой студии Елены Тюриной.